Здравствуйте тем, кто встретился со мной впервые. Меня зовут Марина Диденко, я стилист-имиджмейкер, но помогаю нашим обосноваться здесь, в США. Работаю с такими организациями, как Rise Together, USCRI и Refugee Response. И так как уже приближается год, как первая волна украинцев, переселенцев приехала в Штаты, то это значит, что скоро вам отменят Medicaid. Итак, сегодня рассмотрим самую сложную тему, даже по меркам самих американцев, вопросы здравоохранения и медицинского страхования США. В двух словах о важности и тяжести этой темы. Даже американцы реально приходят в ужас, когда речь заходит о медицинской страховке здоровья, а не имея ее, попадают в долговые ямы по выставленным счетам. Для меня эта тема оказалась еще тяжелее, потому что пришлось много кому задавать вопросы уточняющие, упрощать эту тему и переписывать ее аж 4 раза. Но надеюсь, что смогу ответить вам на самые такие жизненно важные вопросы и максимально кратко, насколько это в этом случае возможно. От установки ценности этого видео давайте переходим прямо сразу, так сказать, к делу. Сегодня рассмотрим, что полагается вам по статусу DT, TPS, UFU с точки зрения заботы о здоровье. Какие есть планы Medicaid. Важная разница украинской системы здравоохранения и американской. Что делать, когда Medicaid вообще закончится, где взять страховки и как в них разобраться. Пример на одного взрослого члена, то есть человека в домохозяйстве, одного. И на 4, где мама, папа и 2 деток. Как обойти систему американского здравоохранения и, наверное, чем это чревато. Пока вроде все. Что полагается вам по статусу DT, TPS, UFU с точки зрения заботы о здоровье? Это такой очень короткий экскурс для тех, кто только собирается сюда приезжать. Итак, всем тем, кто попадает в США посредством пароля United for Ukraine или проходит через Мексику и имеет DT-статус, предоставляется бесплатная медицинская страховка, так называемая Medicaid. А также все бенефиты и разрешения на работу. Разница там заключается только в том, что у DT-статуса все будет затягиваться на 5, 6, 8 месяцев. По UFU все, в принципе, в течение 1-го месяца уже будет у вас на руках. И вопреки бытующему мнению, что это самая простая страховка и малоценная, скажу вам так, об этом Medicaid мечтает каждый американец, так как покрывает она все затраты, но стоит бешеных денег. А потому они о ней могут только мечтать, а вот нам с вами, она досталась абсолютно бесплатно. Поэтому моя вам рекомендация, если у вас есть вопросы по здоровью, решайте их, пока у вас есть эта медицинская страховка. Выдается она всего лишь на 1 год от момента подачи и, в принципе, учитывает ваш размер заработка. Примеры суммы, ниже которой должна зарабатывать семья, это суммарный доход всех членов семьи, приведено в таблице. Надеюсь, мы тут где-то покажем вам. Те же, кто, прибыв в Штаты по статусу TPS, к сожалению, вам Medicaid вообще не полагается. Поэтому могу рекомендовать воспользоваться такими схемами, о которых расскажу, наверное, подробнее в 3-м и в 4-м пункте, чтобы сейчас все это не уделять внимания. Есть одна полезная особенность, которую точно стоит знать, про иерархию здешних больниц. Такая самая крутезная, дорогая, это Cleveland Clinic. Я сейчас обыгаю, да? Чуть дешевле ее идет University Hospital, и на 3-м месте Metro Health. Даже если у вас и вовсе нет страховки, именно последняя Metro Health в любом случае примет вас. И даже может, простить все счета, если посчитает, что вы не в состоянии платить за лечение и саму страховку. Именно поэтому, кстати говоря, многие из вас, приезжая в страну, шли в Metro Health делать прививки на туберкулез и ничего за это при этом не платили. Финансируется она как частными, так и государственными капиталами, поэтому они могут многое себе позволить и вот то самое вроде бы как простить. Насколько далеки
эти границы бескорыстия мне пока достоверно неизвестно. Лучше имейте страховку. Думаю, не все там гладко, иначе бы, наверное, добрая половина американцев пользовалась бы этой безвозмездной помощью совершенно бесконечно. Важная разница украинской системы здравоохранения и американской. Припоминайте, как во всех таких голливудских фильмах рожают только когда у женщины отошли воды, ее с предродовой болью дотаскивают, запихивают в машину и сами везут в родильный дом. Так вот, именно такая процедура ждет вас здесь. Скорая не приедет за вашей супругой вот по таким пустякам. Сами, пожалуйста, ножками. А связано это с тем, что, во-первых, ведение родов здесь врачом обходится где-то 3-5 тысяч долларов. Ну и плюс нахождение в палате стоит где-то 3-4 тысячи долларов. Вы там суммируете же, да? И это если роды проходят естественным путем, и пребывание матери и ребенка в больнице не превышает 2 суток. Мне кажется, смотря на такие цены, вы сами не захотите находиться там дольше. Так а как же тогда вот те самые, знаете, мачо, спасатели, которые в огонь войдут и собаку чикота там с дерева снимут? На деле вызов скорой, это 911, вам обойдется где-то там от 600 до 2000 долларов, иногда даже 3, в зависимости от штата, если у вас нет страховки. Визитов врачей здесь на дом в принципе не предусмотрено. Поэтому ножками, дорогие мои, ножками. Ну а если не может, то звоним соседям, друзьям, работодателям, короче, с кем вы там в хороших отношениях состоите, чтобы довезли вас до ближайшей больницы, где принимают вашу страховку. Блин, об этом надо, наверное, отдельно говорить. Ой, ну, когда-нибудь обязательно. Так что, как вы видите, многие американцы решают не болеть в своей стране, занимаются в основном профилактической медициной, а уже если уж приспичит, то самолечением, покупая простые медикаменты прямо в супермаркете. Кстати, моя рекомендация к домашней мини-аптечке вот где-то тут на картинках будет. И, как выяснилось, есть аналоговые лекарства, это буквально вот на днях мы вычислили, которые на порядок дешевле. Состав и качество те же, ну просто вы не платите за бренд. Необычным, наверное, покажется вам и то, что одно лекарство здесь чуть ли не на все случаи жизни. Тут у них действует то самое правило, как вот в анекдоте: 7 бед, 1 розет. Но читать инструкцию настоятельно рекомендую. И даже больше. После каждого визита к врачу и выписанным лекарствам почитайте про них в интернете, ну на всякий случай. Ну, на моем собственном опыте мне выписали нереально сильное такое лекарство. Хорошо, что засомневалась и решила загуглить. И знаете, что произошло? Пока я там терзала себя сомнениями, быть или не быть, брать или не брать, они позвонили мне на утро через сутки и сказали заменить то лекарство на адекватное ситуации, ну, это как я уже посчитала и как выяснила к тому моменту. И из опыта моих знакомых, подтверждающих мои слова, они любят выписывать сильнодействующие препараты. Вот, наверное, в результате одного такого лечения человек стал почти овощ. Если бы вот реально не его родственники, если бы они не заставили его сменить врача и не получил бы он нормальное лечение в результате, тут, наверное, именно по этой причине такая проблема с наркоманией, агрессивностью или, наоборот, пассивностью и депрессией. Но это мои такие субъективные вычисления, мы никому к этому не приписываем. Так, хватит, наверное, нагнетать вообще вам обстановку, а то вы еще решите обратно возвращаться. Все на самом деле не так плохо, главное всегда думать собственной головой. Ну и кто, как говорится, предупрежден, тот вооружен. Во имя справедливости скажу, что таблетки здесь качественные, не пустышки. Результат приема, например, витамина виден уже в течение 2-3 недель. Пить, кстати, рекомендую на постоянной основе. Можете отследить вот действие по ногтям, по волосам, по цвету кожи. Реально помогает. Ну а когда же тогда стоит обращаться за помощью к врачу или вызывать скорую, в принципе? Для наглядности приведу вам примеры, а вы попробуйте отгадать и вместе проверим, сколько баллов вы наберете. Такая мини-себе викториночка, ну, которая сэкономит вам деньги и нервы. Можете даже поделиться результатом своих достижений вот тут вот в комментариях. Будет любопытно почитать. Ага, стоп. Вас надо сначала тогда познакомить с такими понятиями, как urgent care и emergency room. Так как, чтобы попасть к доктору на прием, здесь может пройти от нескольких дней до нескольких месяцев, особенно если вы новый человек и первого визита в больницу у вас еще не было. Скорее всего, ближайшая тогда запись будет где-то через месяца 3-4, как это было у меня. Поэтому на этот случай была придумана urgent care, если ждать, как говорится, уже не вмоготу. И стоит это дешевле,
чем emergency room. Изложена не логическая последовательность действий, а именно от дешевого варианта к самому дорогому. Конечно, разница оказываемых услуг тоже ощутимая. Например, в Urgent Care вы, скорее всего, посидите в очереди, вам сделают анализы, медсестра задаст основные вопросы, а доктор придет такой, осмотрит и вынесет вердикт. В emergency room обращаются, когда уже такая экстренная ситуация, но самостоятельная перевозка пациента не навредит ему. Я не знаю, как это мы должны сами определять, ну ладно. Кроме того, вокруг вас концентрируется персонал больницы и, скорее всего, даже не один доктор и не одна медсестра. А вот при вызове скорой помощи весь медсостав больницы будет носиться как коршуны со скоростью света вокруг вас. Ну, наверное, этим и обусловлена разница в ценах, то есть количеством обслуживающего персонала, которому надо зарплату выдать. Ну и такой маленький лайфхак. Дабы не ждать несколько месяцев первого приема у врача, можно прийти сразу в Urgent Care со своим недугом, и вас автоматически внесут в базу, и уже запись у врача к врачу, будет назначена на ближайшие 2-3 недели. Ну, иногда и раньше, в зависимости от ситуации. Итак, задачи. Возможно, кому-то это покажется очевидным, конечно, но, уверяю, не всем. Ну и лучше знать наверняка, чем, знаете, как это сидеть и догадываться. Итак, первая загадка. Если ощущаете давление или боль в области груди, как будете решать проблему со здоровьем? Мой ответ – 911. Вторая загадка. Если у вас насморк, как будете решать проблему со здоровьем? Мой ответ – самолечение. Третья загадка. Вы там, если что, нажимайте на паузу, подумайте, если вам надо. Если ушная боль длится уже 3 дня, как будете решать данную проблему? Ответ – поход в Urgent Care. Четвертая загадка. Если вам кажется, что сломали ногу, как будете решать проблему со своим здоровьем? Ответ где-то посередине между вызовом скорой и emergency room. Как мне объяснили, если сломанная кость торчит из ноги, тогда вызывайте 911. И пятая задача. Если вы порезались, каким путем пойдете? Мой ответ – самолечение. И последний, 6-й пример, так сказать, для закрепления результата. Если у вас значительное высыпание на теле, какое решение примете? Ответ неоднозначный. Если эта реакция не мешает вам дышать, то просто запишитесь к врачу на прием. Если же это угрожает вашей жизни, например, опухло горло или опухает, то срочно звоните в 911. Если это вы влезли в Poisonous Ivy, которая здесь как сорняк растет, то купите мазь от этой заразы. И ни в коем случае не мочите эту часть кожи. Иначе она как холера покроет все ваше тело. И вы будете выглядеть, боже, не хотелось, конечно, показывать, но вот так. Ну и резюмируем наглядно. Делайте скрины на всякий случай. Ребята, до меня сейчас дошло, что мы где-то там с вами только на половине, наверное, на третьей информации, поэтому рекомендую сохранить это видео и досмотреть его завтра, так как такой объем переварить будет реально сложно. А информация крайне важная. Разбивать на миллион видео я их не буду. Мы тут не маркетингом заняты, а помощью и образованием наших, поэтому жмите на паузу, сохраняйте видосик и жду вас завтра. Круть, что вы вернулись. Ну или решили досмотреть? Тогда продолжаем. Третий вопрос – это что делать, когда Medicaid закончится? Этот день все-таки наступит, и нужно быть к нему готовым. У вас есть несколько вариантов от такого обезбашенного до люкс-сегмента. Давайте назовем это А. Если вы человек-одиночка, без детей, без болезней, в возрасте 20-30 лет, и такой прям огурчик во всем, то можно рискнуть жизнью и не иметь страховки вовсе. Но не дай Боже, вы попадете в больницу, то тут, конечно, долговая яма вам обеспечена. И не на $2000, а уже, например, на 30 тысяч баксов, если, скажем, сломали руку. Так, Б, да? Если вы работаете на дядю, так сказать, и имеете полную ставку от 30
если я не ошибаюсь, до 40 часов в неделю, в зависимости от условий самой компании, то ваш работодатель обязан предоставить бенефиты, так сказать, от себя в компании. Пример такого страхования и его подробности рассмотрим чуть позже, там где-то в нижних пунктах. Если же вы самозаняты, то рекомендую купить страховку на рынке медицинского страхования, и размер этой страховки выбирается в соответствии с вашим уровнем дохода. То есть можете себе позволить страховку получше, если ваши доходы не поют романс или как там, ну то есть хорошие. Для самостоятельной покупки сайт указан под этим видео, но я бы вам рекомендовала обратиться к компетентным людям. Ну вот, например, в эти две организации, Family USA и Carmela Rose, они помогают разобраться во всех этих планах и выбрать наиболее подходящий для вашей ситуации. И помогает в этом бесплатно. Думаю, может быть полезным из нашего опыта по штату Огайо самой такой популярной медицинской страховкой для самостоятельной покупки является CareSource. Возможно, потому что ее принимают фактически во всех клиниках, ну, по крайней мере, в самых таких распространенных. Ну и она выгодна для узкой специализации, то есть там беременность, возрастное, хроника, инвалидность и так далее. Маленькое лирическое отступление. Когда я с вами делюсь ценными контактами, ресурсами, полезными людьми, созваниваясь или списываясь с этими организациями, не начинайте со слов «вы нам должны помочь в...». Ничего они вам не должны. Это люди хотят вам помочь, но при таком отношении эту охоту быстро отбивает. Тем более, что многие из них вообще действуют безоплатно. И тем более после этих сказанных слов не прикрывайтесь моим именем, мол, Марина Диденко сказала, что вы должны там что-то. Тогда еще и мне прилетит. Давайте я, наверное, приведу пример, как стоило бы сказать, так, чтобы уже не оставить сомнений в правильности повествования. Здравствуйте, я услышал о вашей организации, что вы помогаете с... Скажите, что возможно сделать в нашем случае и что для этого требуется от нас. Ну и удачи вам в разрешении вопросов. Но есть и оборотная, приятная сторона, которой я бы очень хотела с вами поделиться. Например, благодаря тому, что вы часто обращаетесь ко мне с одними и теми же вопросами, я смогла наладить контакты с полезными людьми из совершенно разных областей. И именно из-за того, что к ним таким, знаете, крестным ходом теперь идут наши люди от меня, они либо наделяют вас какими-то плюшками, либо дают какие-то скидки, либо вовсе делают услугу бесплатной. Как вы понимаете, я говорю сейчас о коммерческих организациях. Поэтому это наша с вами такая маленькая заслуга, ну, победа даже, я бы сказала, которой я радуюсь, я горжусь и очень надеюсь, что вы тоже. Ну и возвращаясь к нашим самоварам, что там по счету уже если же так вышло, что вы где-то посередине доходной цепочки, то есть зарабатываете выше, чем нужно для Medicaid, да, но меньше, или чем хотелось бы, или чем нужно для самостоятельной покупки страховки, и при этом работаете неполную рабочую неделю или самозанятым, то выход все же есть. Как я упоминала ранее, вы можете обратиться либо в Metro Health, или в Neighborhood Family Practices, Carolines, и вам, скорее всего, простят ваш счет. Ну или как минимум сделают рассрочку вашего платежа, основываясь на размере вашей зарплаты. Это так называемый Hospital Insurance Programs, то есть план, который вы сможете потянуть финансово, напоминает, конечно, чем-то, по сути, свою медицинскую страховку. Не знаю, что они так запутались. Ну ладно. Для этого вам нужно прийти в их финансовый отдел, изложить ситуацию, про себя сказать «Аминь» и выслушать их предложение. А если вдруг так выйдет, что по каким-то причинам вы не можете выплачивать сумму полную, да, по этому плану рассрочки, то тут тоже не стоит волноваться. Предположим, вам ваши $30 000 за сломанную руку разбили на 20 лет, то ваш платеж в месяц будет составлять где-то $125. И если вы не сможете внести полную, так сказать, вот эту сумму платежа $125, то внесите хотя бы $70, ну или хотя бы 10. Они увидят, что вы делаете все возможное для того, чтобы погасить эту задолженность, а не игнорируете долг. И просто продлят вам еще на 1 месяц в размере недостающей вот этой вот суммы. То есть 125 минус сколько вы там внесли, 10, да, значит останется 115. Донести на тот экстра месяц. Ну и как мне сказали, что это все не должно повлиять негативно, да, на вашу кредитную историю.
Будем надеяться, что это правда. Как разобраться в страховках и во всех этих терминах? Вот мы и подобрались к тому самому моменту, когда по моему умолчанию вы уже, наверное, догадались, что страховка – это не дешевое удовольствие. Насколько она стоит, я вам пока еще не рассказывала. Разберем главные понятия страхования здоровья и два основных примера. Для наглядности и, надеюсь, легкого усвоения. Как могла, старалась. Первое – провайдер. Это доктора, аптеки, больницы, которые сотрудничают с вашей страховой компанией. То есть, посещая провайдера не из вашей песочницы, обойдется вам в разы дороже. Второе – это deductible. Сумма, которую вы должны заплатить за медицинские услуги прежде, чем ваша медицинская страховка начнет работать. То есть, оплачивать ваши медицинские счета. К примеру, размер вашего дедактабла составляет $2000, то ваша страховка не будет ничего оплачивать, пока ваши расходы в течение этого года не достигнут суммы 2000 на вот эти по здоровью. То есть вам сначала из кармана нужно будет оплатить 2 штуки баксов, а все остальные расходы в течение этого года возьмет уже на себя страховая компания. Надеюсь, что так понятнее. Третье. Coinsurance. Я объясню так. Допустим, ваш работодатель берет на себя ответственность, то есть coinsurance, оплачивать 80% ваших счетов по медицине. Тогда вам останется оплатить только 20% от этой суммы. Например, если цена посещения врача составляет условно $100, и вы уже потратили на медицинские услуги в этом году те самые заветные $2000 дедактибла, то только $20, то есть 20% в нашем случае, вы должны будете заплатить из этой суммы. Медицинская страховка оплатит остальную часть, 80%, что составит $80. Господи, я надеюсь, что вам понятно вообще, о чем я тут говорю. Четвертое, copay, доплата. Это обычно заранее установленная сумма, а не процент от стоимости услуг, по медицине. И платится она только после того, как вся сумма deductible уже будет выплачена за год. Например, вы можете платить 10 или $20 за прием у врача, лабораторный анализ или рецептурное лекарство. Доплаты обычно составляют от 10 до $50 в зависимости от условий вашей страховки и типа приема и услуг. Одним словом, немного, но вступает в силу только после указанных 2 штук баксов в год. Пятое – это премиум. Страховой взнос, то есть стоимость страховки, которую вы платите ежемесячно. И ориентировочно, из моего опыта, это будет в размере $400 на маму и ребенка. По крайней мере, у меня так выходило. И тут вы меня, наверное, спросите, где ж тут выгода? Я за год отдам, давайте считать, 400 умножаем на 12 месяцев, получается $4800. Это почти 5 штук. Еще и 2000 я должен из своего кармана в больницу вынести, да? Непонятно вообще. При такой зарплате это просто грабеж. Да, так оно и есть. Но давайте пройдемся, наверное, по 2 примерам, сравним с и без страховки, и вам станет все яснее. Итак, пример на одного взрослого человека в домохозяйстве и на 4, то есть мама, папа и 2 деток. Пример номер 1. Вам 27 лет, вы не состоите в браке, детей нет. Страховой взнос премиум – это $388 в месяц, что составляет $4650 в год. Deductible 3 штуки за год. Coinsurance 80% на 20. Предположим, вы простудили ухо, и это ваш первый визит за год к врачу. Посещение узкого специалиста будет где-то в размере $150. Предписанная процедура по отиту $80. Покупка медикаментов, то есть антибиотиков и капелек в уши, это будет 60 и 40 100. Тогда вы заплатите всю сумму, то есть 150 плюс 80 плюс 100 – 330 за посещение врача, и ваш дедактабл уменьшится на размер этой суммы. То есть из 3000 выйдет 330, которые вы только что потратили, итого 2670 вам еще предстоит выплатить из своего кармана, прежде чем начнет действовать ваша страховка. И тут вы сломали руку на производстве, и больница выставила вам счет в размере $30 000. 2670 вы все-таки выплачиваете из своего кармана, чтобы достигнуть, наконец, страховки. То есть 30 минус 2670, получается 27 330 остается. И тут включается, наконец, действие медицинского страхования 80 на 20. И из этой суммы 27 330 вы выплачиваете только 20%. Это 5 466. И плюс там копеи всякие за пару визитов к врачу 50 и 50. Итого за год на страховку идет у вас 4650 плюс 3 deductible плюс 5,5, итого 13 222 вместо 30
тысяч. Звучит, конечно, угрожающе, но на самом деле намного легче воспринимается, когда вы можете взвесить, сколько стоит со страховкой 13 с копейками и без 30 штук. Другой пример. Предположим, вы семья из 4 человек. То есть мама, папа и 2 деток. Страховой взнос премиум будет 1520 в месяц, это 18 с копейками за год. Deductible 3500 за год. Coinsurance 70% на 30, то есть 30 платите вы. Предположим, ваши мальчишки отстаивали честь и подрались с другими ребятами. Один получил травму глаза и потерял сознание, второй вывих руки и кровопотеки от полученных ударов. В результате оба мальчика будут доставлены на скорой в больницу, и это будет $3000. Посещение нескольких врачей $490, рентген и прочие анализы $280, лекарства и лечение $320. Итого 3 плюс 490 плюс 280 плюс 320 будет $4090. Из кармана вы платите 3500, тот самый ваш deductible. Ну, еще 70 копей за врачей и 30% разницы, когда начинает действовать ваша страховка. Это 4090 минус 3500, получается 590. 30% от этого будет $177. Ну и теперь любые случаи, в принципе, дальнейшие в течение года, страховка будет покрывать 70%, а платить вы будете всего лишь 30%. Надеюсь, так понятно объяснила и не запутала. 6-й пункт. Последний на сегодня. Как обойти систему американского здравоохранения? В принципе, о том, чем это чревато, мы уже с вами говорили. Ну и так, во 2-м пункте мы, в принципе, рассмотрели, как попасть на прием к врачу, обойдя сроки ожидания в полгода. А в 1-м и 3-м пункте мы, в принципе, узнали, как можно не платить счет, который выставили вам в больнице, если у вас нет страховки. Также во 2-м пункте вы узнали, как купить лекарства без рецепта врача. Ну и главный такой, наверное, совет. Медицинское страхование здесь рассчитано на то, чтобы предупреждать заболевание. То есть вам бесплатно дается возможность профилактического поддержания здоровья, бесплатный regular и annual check-up, как в общей медицине, так и в dental, зрение, раковые заболевания, ну и так далее. Есть еще также Minute Clinics. Это находится во многих аптеках, таких как CVS. Это что-то вроде маленького офиса доктора или медсестры. Также вам позволит справиться с меньшими финансовыми затратами, ну и побыстрее попасть к врачу, если это прям срочные меры. Так что пользуйтесь этими подсказками и будьте здоровы. И, наконец, я могу попраздновать. Я закончила это видео.